Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как практически каждую неделю, самое важное, что хотят посоветовать вам карты на ближайшую неделю. И сейчас стихия вода, знаки зодиака, раки, скорпионы и рыбы. Мои плавучие, хотя я рыбка не плавучая. Опять еще раз поздравляю рыбок с днем рождения. Как раз финальная в этом году неделя, уже, по-моему, в начале следующей недели, в начале недели это последний день рыб, нет, еще в конце предыдущей недели это последний день рыб, но так как я снимаю и еще рыбки, я поздравляю рыбок с днем рождения. Ну и, конечно, когда уже выйдет это видео, уже будут подходить овны. Начало цикла, начало вот всегда, когда идет гороскоп, идет начиная с овнов. И уже в следующую неделю буду поздравлять овнов, потому что заранее говорят, поздравлять нельзя. Не забывайте про ваш акцендент. Я в последнее время все больше убеждаюсь, что акцендент не просто влияет на нас. Для некоторых из нас он превалирует. У меня есть девочки-клиентки уже, и не одна. Когда мы анализировали, я рассчитывала для девочек по дате рождения акцендент, какие тенденции, какие влияния, получалось, что, и когда я с ними разговаривала, получалось, что именно акцендент превалирует в их характере, а не их знак зодиака. Вот так расположились планеты, когда девушка родилась, и, соответственно, это влияет. В конце видео, как всегда, еще один совет, ответ на вопрос и, конечно, исполнение желаний. Поэтому для тех, кто досмотрит видео до конца, еще дополнительные советы. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Кстати, смех продлевает жизнь. И это уже доказано учеными. Я все время повторяю и стараюсь повторять это во многих своих видео. Знаете, как чем больше я повторяю, тем больше шансов, что оно войдет в ваше подсознание. Так вот, именно практика «Посмейся над проблемой», она очень действенная, очень мощная. Если есть какая-то волнующая вас проблема, вы ее озвучиваете, подходите к зеркалу, смотрите на себя, улыбаетесь. Очень часто, когда вы начинаете себе улыбаться, вы начинаете смеяться. Если такового не происходит и вы слишком серьезны, состройте какую-то мину себе, и тогда вы точно рассмеетесь. Да, смех надо вызывать. Потом уже, если вы себя к этому приучите, вы будете автоматически смеяться над проблемами. Но для этого вначале надо этому научиться, и, соответственно, это убирает проблему. Очень часто проблема уходит сама собой. А если даже не уходит сама собой, вы ясно видите решение и какой есть выход из волнующей вас ситуации. Подумайте, выбор ваш. Ну что, раки, смотрим, что же вам важно знать в ближайшую неделю. Вы в ближайшую неделю будете принимать какие-то решения, связанные с финансовым положением, связанные с финансами. Вы будете пытаться рассчитать что-то. Может быть, вы планируете какую-то большую покупку и, соответственно,
будете рассчитывать, когда вы можете совершить эту покупку, или будете уже подсчитывать, можете ли вы это сделать в ближайшую неделю. Также это может быть расчет для того, чтобы поехать куда-то в отпуск, и что-то не маленькое, что-то большое, какая-то большая покупка, или это может быть отпуск. Карта еще это может говорить о том, что было бы здорово не тратить бездумно. Было бы здорово не то, что экономить. Нет, я вообще не верю в экономию. Я верю в то, что каждая трата должна иметь определенный смысл. Бессмысленные траты и приводят к утеканию финансов. Поэтому подумайте, это для вас. Если мы говорим об отношениях, я хочу сказать, тут не улучшение даже, а укрепление. И я, в принципе, считаю, что укрепление отношений – это улучшение, но вот эта карта именно говорит такое уверенность в партнере. Многие из вас почувствуют уверенность в партнере или в партнерше. И это тоже здорово. Никаких скачков ни в финансах, ни в отношениях, ни в работе, карьере, бизнесе не наблюдается. Все будет ровно, можно сказать. Скорпионы. У вас в ближайшую неделю, вы знаете, у вас действительно будут ситуации, в которых вы будете хотеть избавиться от этой ситуации, и, соответственно, вещи и люди, которые связаны с этой ситуацией, если вы захотите избавиться от ситуации, вам надо будет избавляться от определенных вещей, которые мешают. Ну, а от людей тут даже, я не люблю это слово «избавляться от людей», но вот тут было бы здорово те люди, которые больше не доставляют удовольствия, не приносят никакой пользы, вы не чувствуете ничего, просто отпустить, чтобы они шли своей дорогой. Я знаю, что это не всегда легко, это иногда большие энергетические, эмоциональные затраты это сделать, но карта советует. И, соответственно, по этой карте, освободившись от того, что вам не нужно, вы привлечете и притянете в свою жизнь что-то более интересное, более свежее, более яркое. Это могут быть как вещи, так и ситуации и люди. И еще эта карта говорит о том, что не бойтесь, если что-то уходит из вашей жизни. Это значит, должно освободиться место для чего-то нового. Рыбки. Смотрите, в ближайшую неделю у вас все вопросы, связанные с судами, с какими-то разбирательствами, с какими-то договорами, с какими-то подписанием чего-то, они будут решаться. Еще для тех, для некоторых, для кого это будет резонировать, старайтесь все-таки делать в пределах рамок закона, потому что в ближайшую неделю иногда может быть такое, что, знаете, если до сих пор проносило, то в ближайшую неделю это может и не пронести, можете сами себе сделать какие-то задачи, которые вам придется потом решать. Также по этой карте призывают вас к уравновешенности, призывает эта карта вас к тому, чтобы вы не поддавались излишним эмоциям. Даже могу сказать, что излишняя радость, она хороша, но не для принятия решений и не для решения задач. Вдохновение хорошо для решения задач, но не радость. Радоваться здорово, но именно принятие решений и решение задач нужно принимать, когда у вас более спокойный
спокойное состояние. Помните об этом. Я смотрю, я, как всегда, для рыбок быстрее рассказываю, чем для других знаков зодиака. Ну, а общий совет: не спешите. Ситуации могут развиваться не так быстро, как вы бы этого хотели. И если это происходит, берите паузу. Возьмите время для себя. Никуда не спешите. Также вот эти вот затягивания и вот эти замедления могут быть по причине того, что вы не совсем уверены в себе и в ваших решениях. Когда вы не уверены в себе и в ваших решениях, все начинает затягиваться. Хотя бы потому, что если решение неправильное, вы не туда движетесь. Поэтому лучше остановиться, переждать и, может быть, еще раз рассмотреть ситуацию, которая вокруг вас и которая вас волнует. А потом уже начать действовать. Ну что, загадывайте желание. Думайте о вашей цели и, конечно же, задавайте вопрос, который вас волнует. А я посмотрю дополнительный совет, ну и, конечно, что же вам делать для исполнения вашего желания. Ну что, готовы? Раки, смотрим. Ну что, мои дорогие раки, отбросьте все сомнения и действуйте, несмотря ни на что говорит эта карта. Активность. Вам надо проявлять активность и что-то делать для исполнения вашего желания. Также исполнение желаний может потребовать какого-то перемещения. Не только что-то делать, а физического перемещения. Поездки, передвижения, командировки. Это все может быть. Ответ на ваш вопрос. Дело в том, что вы задали вопрос, который требует вашего вмешательства для того, чтобы пришел ответ. Вам надо еще будет что-то сделать для того, чтобы получить ту информацию, которую вы хотите именно вашим вопросом. Поэтому что-то еще надо будет сделать. Ну, а насчет целей и желания я уже сказала. Вам нужно действовать, несмотря ни на что. Ну и, как всегда я говорю, концентрируйтесь на результате. Скорпионы. Тут я хочу сказать, что у вас есть определенные обязательства перед людьми. И смотрите, чтобы ваше желание не было результатом этих обязательств. Подумайте, потому что если вы это желание результат каких-то обязательств, оно может быть не вашим. И исполнение вашего желания не принесет вам финансового улучшения, давайте так, очень часто тут ни финансового, ни морального улучшения оно вам не принесет. Поэтому подумайте. Еще что может быть, что ваше желание требует, для того, чтобы исполнить ваше желание, вам нужна будет помощь, сотрудничество с кем-то. И тогда вы сможете приступить к исполнению вашего желания. В ближайшую неделю вряд ли ваше желание будет исполнено, но если вы последуете советам, вы придете к исполнению вашего желания. Ответ на вопрос возьмет дольше, чем вы рассчитывали. Вот в ближайшую неделю, я честно вам скажу, даже не вижу ответа на ваш вопрос. Рыбки, смотрим. Помните, что прежде чем получить удовольствие, надо его доставить кому-то или чему-то.
О чем это говорит? Тут это говорит об удовольствии и об энергии. Так вот, для того, чтобы исполнилось ваше желание, вы должны именно понимать, что вы должны что-то дать, чтобы получить усилия, время, действия. Иначе ваше желание не исполнится. Эта карта еще говорит о том, что вы не совсем уверены, что оно исполнится. Это первое. Второе, некоторые из вас не совсем уверены, что это ваше желание. Пока вы не наберетесь этой уверенности в себе и в вашем желании, оно, конечно же, не исполнится. Насчет вопроса тоже похожее. Вы не совсем задали тот вопрос, ответ на который вы хотите получить. Перефразируйте ваш вопрос и будьте уверены в том, что вы спрашиваете. Вот такая неделя у рыбок. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео, которые выходят каждую неделю. Ставьте палец вверх. Это помогает моим видео распространяться быстрее, дает толчок моим видео. Пишите комментарии. Комментарии тоже дают мне именно вдохновение и, соответственно, помогают продвижению моего канала. И я, как всегда, желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Если вы хотите быть счастливыми, будьте ими. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.